Всем привет! Меня зовут Надя, и я рада, что вы заглянули на мой канал. И в этом видео я хочу предложить вам одну идею вязаной сумочки. Я подсмотрела у одной своей подруги вот такую сумку, которую она купила на морском заграничном курорте. Это вязаная сумка, вязаная она крючком, а вот клапан у нее выполнен в технике макраме. И я подумала, почему бы мне тоже не сделать такую сумку и не рассказать об этом вам. Возможно, кому-то эта идея тоже приглянется. По материалам у меня в наличии есть вот такой шнур. Это карамель Дольче, и мне кажется, он сюда очень хорошо подходит. У меня он есть в двух цветах. Это малина и черника. Ссылку, промокод на пряжу вы, как всегда, найдете внизу под видео. Я, наверное, буду делать из малины. И есть вот такие бусины. Нам потребуется 10 штук. Мне кажется, в оригинале они чуть меньше. У меня это бусины 12 миллиметров. Крючок я буду использовать для этой сумочки 5 миллиметров. Набираю для донышка 18 воздушных петель. Делаю поворот крючком рабочей нити, подхватываю опять рабочую нить, вывожу ее. Это получается первая петля, у меня это не узелочек. Добавляю еще 17 воздушных петель. Итого это будет 18 воздушных петель для донышка. Так, наборный ряд сделан. Перехожу к вязанию первого ряда. Добавляю одну петлю подъема на первый ряд. И дальше вставляю крючок во вторую петлю от крючка. То есть вот в эту. Но вставляю я его за 2 нити. Вот так. То есть сверху крючка 2 нити, снизу крючка 1 нить. Вставила. Подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Раз. Работаю столбиками без накида до конца ряда. 2. По одному столбику без накида в каждую точку, и каждый раз я вкалываю крючок за 2 нити, так чтобы 1 нить осталась снизу. Предпоследний столбик. И остается еще одна точка. Я сделала одну петлю подъема и 17 воздушных петель. В последнюю точку точно так же за 2 нити, то есть подхватываю одну нить, и вот она вторая нить, вкалываю крючок, и в эту точку я делаю 3 столбика без накида для поворота. Итак. Раз. Туда же. 2. И туда же 3. Тяну теперь за хвостик для того, чтобы эта точка, чтобы здесь не осталось отверстий, да. И дальше прокладываю снова столбики без накида по одному в каждую точку, так, чтобы они были противоположны, противолежали столбикам, которые мы вязали только что, да. Хвостик ввязываю в ряд. Теперь вставляю крючок за ту одну оставшуюся нить, которая у нас осталась от цепочки из воздушных петель. Итак, раз, 2, 3, 4. 16 петель я связала, 16 столбиков без накида, и 17 я делаю в самую первую точку. Смотрите, из первой точки выходит петля подъема и первый столбик без накида этого ряда. А всего из краевых точек должно выходить по 3 столбика. Здесь же вот мы сделали 3, и соответственно здесь тоже должно быть 3. Поэтому сюда добавляю третий в конце ряда. Это получается 17 столбик без накида, и первый ряд на этом закончен. Дальше я буду вязать второй ряд и все оставшиеся ряды, и уже я перестаю делать прибавки, то есть донышко на этом закончено. Итак, второй ряд. Вставляю крючок в первую подъемную петлю,
первого ряда вот так. Подхватываю рабочую нить и делаю первый столбик без накида. Соединений и подъемных петель в ряду я делать больше не буду, то есть все оставшееся вязание будет происходить по спирали. На первый столбик этого ряда я повешу маркер. Вот так. Ну и дальше под обе косички вставляю крючок и уже вяжу по одному столбику в каждую точку предыдущего ряда. Прибавок и убавок я не делаю. Ну а пока я вяжу тело этой сумки, и я надеюсь, что вы вяжете вместе со мной, я расскажу вам про эту пряжу. Итак, в одном мотке 100 метров, и это 200 грамм, приблизительно, конечно же. А вот состав у нее очень необычный. Написано декоративная полимерная нить, и никаких подробностей. Я пыталась уточнить у производителя, что это такое, но мне не сказали. Толщина нити 4 мм, в сечении шнур круглый, но вяжу я этот шнур крючком 5 мм. Крючок 5 мм мне понравился больше для вязания этого шнура. Цена на сайте, мне кажется, тоже достаточно доступна, и вроде бы изделие получается интересное. Этот шнурок также состоит из петель, то есть он хорошо распускается, что с одного конца, что с другого конца, и точно так же хорошо связывается по петлям с помощью трикотажного шва с другим точно таким же шнуром. В общем, точно так же он плавится, и я думаю, для этой сумки подойдет идеально. В высоту, считая с первого ряда, я провязала 22 ряда. Останавливаюсь с того края, где стоит маркер. Четко по петлям я конец ряда не высчитываю, потому что он смещается по диагонали. Я дохожу до сгиба и здесь не довязываю одну петлю. Вытаскиваю немножко хвостик, беру ножницы, обрезаю, завожу крючок с изнанки на лицо, петлю через одну, то есть вот у меня столбик связан, одну петлю пропускаю, следующую завожу, подхватываю хвостик, увожу его на изнанку и здесь подтягиваю, чтобы эта петля стала маленькой как бы, и дальше увожу в последнюю петлю, сначала в перемычку, а затем в косичку вставляю крючок, подхватываю нитку и снова ее увожу. Дальше нить нужно заплавить и спрятать в рядах на изнанке. Прятать хвостики в изнаночных рядах удобнее с помощью крючка меньшего размера. Основная часть сумки у меня готова, дальше можно ее погладить через какую-либо мокрую ткань, но смотрите, этот шнур оказался у меня податливый, и я еще не делала ВТО этой сумки, и он сам никуда не косит, сам принял практически идеальную форму. Давайте дальше замерим. Итак, ширина сумочки вышла у меня где-то 16,5, Высота приблизительно 18,5. Толщины у этой сумки нет, она плоская. Для клапана я нарезала 18 нитей по 2 метра и буду теперь их размещать на верхней части сумочки. Здесь тоже я отмеряю 18 петель, то есть вот у меня по одной стороне получается 18 петель. И я беру каждую нитку, складываю пополам, то есть она получается метр тогда длиной. Вкалываю крючок под обе дужки кромочной косы, подхватываю эту нить и вставляю в нее нитки. Получается, вот так закрепляются нити на сумочке. И так я делаю 18 петель. Получается у меня 36 нитей по 2 метра, и я начинаю плести макраме. Да? Начинаю я с правого угла, делаю квадратные узлы. Беру 4 нити, первую кладу на 2 следующих и под четвертую. Четвертую кладу под 2 предыдущих и в петлю с первой. И этот узелочек я затягиваю. И дальше делаю обратный ему узел, то есть первую кладу под 2 следующих и над четвертой, а четвертую кладу
под 2 предыдущих и в петлю, которую образует первая. И этот узелочек опять затягиваю. Вот такой получается узелочек. Эти 4 нити откладываю. И такими четверками я прохожусь весь первый ряд. Опять первую на 2 под четвертую, четвертую под 2 в первую. Подтягиваю. Теперь наоборот. Первую под 2 на четвертый, четвертую на 2 под первую. Работаю так до конца ряда. Один ряд из квадратных узлов я закончила, и дальше в шахматном порядке делаю второй ряд. Смотрите, справа 2 крайних петли я отбрасываю и беру следующие 4 нити. То есть 2 из них идут из одного узла и 2 из другого. И снова делаю то же самое. Первую над 2 следующими под четвертую, четвертую под 2 и в первую. Да? Затягиваю. И второй узел наоборот. Под, над. И четвертую над и под. И затягиваю. И работаю так второй ряд квадратными узлами. Здесь в конце тоже останется 2 свободных нити. Связала я 4 рядочка этих квадратных узлов. Дальше делю нити по 12. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И откладываю эти 12 нитей. И еще раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И снова их откладываю. Буду работать с крайними левыми 12 нитями. У меня как бы не было цели повторить узор один в один, да у меня и нить немного другая, она, мне кажется, немножко толще, и получается меньшее число самих нитей, поэтому буду уже экспериментировать. Так. Здесь вот сделаю с краю еще один квадратный узел на 4 первых нитях. Раз. И 2. Так. И на 4 последних нитях тоже сделаю квадратный узел. Раз. И 2. Теперь беру центральные. То есть центральная это 6 и 7. И буду делать репсовую диагональ налево. Итак, беру 6-ю нить и 7-ю. 7-ю я натягиваю и кладу влево, а 6-й, вот она сейчас у меня в правой руке, делаю один узел, подтягиваю, делаю второй узел, тоже подтягиваю и откладываю. Опять нить, которую я сейчас натягивала, опять откладываю влево, беру следующую нить, это получается 5-я по счету, то есть вот 7-я идет влево, 5-я под ней, 7-ю натягиваю, из 5-й делаю узел и делаю еще один узел. И опять 5-я уходит вправо. Теперь 4-я, да? Снова 7-ю натягиваю, а 4-я обвиваю 7-ю. Раз и второй. 2. В общем, я совсем не мастер макраме. Так, 3-я нить. И диагональ у меня почти закончится. 3-я. 2-я. И 1-я. 7-ю все так же натягиваю, а 1-ю обвиваю вокруг. 7-ю. Раз. И 2. И вот, смотрите, получается такая вот диагональная дорожка, да? Теперь мне нужно такую же дорожку проложить вправо.
я нахожу здесь седьмую нить. Теперь я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она. И беру следующую за ней нитку. То есть эту нить я буду откладывать вправо и натягивать, а все остальные нити буду видеть вокруг нее. Так, откладываю ее вправо, натягиваю и вокруг нее делаю раз и делаю 2. Не очень удобно на камеру это делать. Так. Снова эту же нить натягиваю и следующую нить вокруг нее. Раз. И 2. И опять. Эту же нить натягиваю, а следующую нить беру и вокруг нее. Раз. И 2. Две последние нити, 11 и 12, пока не обвиваю, пока их оставляю не обвитыми. Да? И теперь вот эти нити уже завязываю на узелок и откладываю. Теперь перехожу к крайним правым. И здесь, в принципе, делаю то же самое. В этом крайнем правом пучке опять нахожу 4 крайних нити и снова делаю квадратный узел. Раз и 2. И первые 4 нити, да, вот они, и снова квадратный узел. Раз и 2. Теперь нахожу шестую и седьмую нить, и шестой ниткой буду делать диагональ вправо. То есть шестую нить натягиваю и откладываю вправо. Беру седьмую нить и обвиваю ее вокруг шестой. Раз узел, 2 узел. Каждой ниткой делаю 2 узла. Да? Вот. Раз получился. Следующую беру. Опять. Раз. 2. Следующую. Раз. 2. Следующую. Раз. 2. Так, одна диагональка готова. И теперь делаю диагональку влево. Снова нахожу 6 нитей. Шестую натягиваю, пятой обвиваю. Да? Раз. И 2. Шестую натягиваю, пятый обвиваю. И здесь справа тоже получается 2 диагональки и 2 нити из этого пучка я пока не обвиваю. Да? Дальше перехожу к центральному самому пучку. Здесь вот делаю еще квадратные узлы, потому что их по рисунку не достает. 2 откладываю. И на следующих 2 в шахматном порядке, ну смотрю по рисунку, делаю узлы. Раз. И 2.
И с этого края тоже 2 откладываю, и на следующих 4, вот они, 4, снова плоские квадратные узлы. Раз и 2. Так, здесь нахожу центр, вот он виден. Беру одну нить, ее буду сейчас уводить вправо, делать диагональ, да? То есть вот эту нить натягиваю, а это я обвиваю, да? И увожу ее вправо. Раз и 2. Теперь следующее. Опять та, которая в правой руке, она натягивается, а в левой она обвивается. Раз, 2. И опять. Раз. Две последних не обвиваю, здесь опять как бы их откладываю, и между ними просто нужно сделать еще один квадратный узел. Вот. Поэтому мы здесь не дообвивали и здесь не дообвивали, потому что не хватало еще немножко квадратных узлов. Снова делаю раз и в другую сторону 2. Ну и теперь уже заканчиваю эту диагональку, да. Эту нить натягиваю, эту обвиваю. И 2. И снова. Раз. И 2. И теперь я возвращаюсь к своей самой крайней правой диагонали. И здесь я ее хочу доделать сперва, да? То есть вот эту нить натягиваю, а нитью перед ней я ее обвиваю. То есть теперь работаю влево. Раз. Так. Еще один узел. Раз. 2. Так, и здесь еще не хватает одного узла вправо. И вот здесь вот у нас эти две линии сходятся, и я тоже здесь вот эту нить возьму, уведу ее вправо, а следующей нитью я обовью. Раз. Опять натягиваю и вокруг нее обвиваем. И 2. Вот, половина узора готова. Теперь все то же самое проделываю только вот с этой стороны. Нахожу центральную. Вот она центральная. Она была задействована в серединке предыдущей диагонали. И я ее буду сейчас уводить. Вот эти нити можно отбросить. Буду уводить эту центральную сейчас влево и обвивать всеми остальными нитями. Итак, я ее обвожу, предыдущей обвиваю. Раз. 2. Дохожу до того момента, где снова не хватает одного квадратного узла, делаю его. Так. Вот так. И продолжаю обвивать, да? Эту натягиваю, а следующую обвиваю. Снова эту натягиваю, а следующую обвиваю.
И здесь вот возвращаюсь к недоделанной диагонали, которая была из первых 12 нитей. Теперь вот эту нить натягиваю, а следующую вокруг нее обвиваю. Да? То есть я теперь делаю правую диагональ. И опять натягиваю, обвиваю. Ну и последние петли в этих диагоналях, последние узлы. Так, вот он ряд из диагоналек связан. Смотрите, получается у меня такие зубья. И теперь нужно это все продублировать. То есть здесь вот я снова нахожу 7-ю нитку, делаю сначала вот эту диагональ, потом вот эту, потом вот эту, вот эту. Ну и в общем так вот дублирую их еще раз. То есть снова натягиваю и вокруг этой нити делаю узлы. Да, второй ряд дублирующий будет проще. Здесь уже как бы все квадратные узлы на месте. Вот так должно получиться. Беру дальше бусинки и надеваю их на нити. Здесь вот беру 2 центральных. И эти 2 нити вставляю в бусинку просто. Бусины я надела и добавляю еще по квадратным узлам. Делаю узел слева от бусины. Теперь справа. И под ней. И точно так же делаю на 2 оставшихся ромбиках. Бусинки поставила, узлы доделала, и теперь нужно снова сделать вот эти вот диагональки по 2 параллельных диагонали. Здесь вот беру нитку, ее откладываю вправо, а следующий обвиваю, да? Ну то же самое, что мы делали на предыдущем шаге. Опять беру следующую нить и обвиваю. А нить, которая в левой руке у меня, ее я откладываю и натягиваю. Так, и до центра. И теперь в другую сторону. Вот эту нить натягиваю, а вот этой ниткой обвиваю. То есть теперь нить, которая в правой руке, она натягивается, в левой обвиваю. Делаю теперь репсовые узлы вправо. Повторяю так со всеми ромбиками и добавляю второй ряд. Вот что получается на данном этапе. Добавляю еще 2 ромба в следующем ряду в шахматном порядке относительно 3 предыдущих, и затем добавлю еще 1 третий центральный ромб вот сюда. И вот какая красота получается в итоге, смотрите. Ромбики на клапане. И здесь такие длинные нити, я их еще просто не отстригла. Я постригу их одинаково, вот так по диагонали, чтобы они параллельно шли вот этим диагоналям. Да? В принципе, где-то можно было брать нити покороче. Ну вот смотрите, самая короткая нитка у меня оказалась в центре, приблизительно, наверное, осталась вот она, да. Ну, здесь может быть
30, и, наверное, по ней я и постригу. Поэтому как бы меньше 2 метров я не рекомендую вам брать нити, если вы захотите себе сплести такой же клапан. Повторюсь, я не мастер макраме совершенно, это, наверное, был мой второй опыт. Стопроцентно попасть в оригинал я тоже не стремилась, потому что у меня другая пряжа, другая плотность, и, соответственно, вот здесь вот другое количество нитей получилось, а для макраме очень важно количество нитей. Вот, я еще сделаю какую-нибудь ручку, надеюсь, что вам понравилось это видео. На ручку мне мотка пряжи тоже не хватило. В остатке у меня остался вот такой моточек, да. Ну, сделаю ручку из другого мотка пряжи. Опять-таки, если вы захотите сделать повтор этой сумочки, то берите 2 моточка, благо эта пряжа очень бюджетная на сайте Пряжа Центр. Большое спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!